Начало переговоров Киева и Москвы, напряженная обстановка на Ближнем Востоке, а также заминированные дамбы на территории РФ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия готовится к масштабной провокации в Белгородской области. В ВСУ раскрыли планы российской армии. Это можно расценить как закладку на будущее. В НАТО назвали основания для мира в Украине. Готовы ли стороны к будущей сделке? В Европе не может быть устойчивой безопасности без стабильной Украины. Украину ждет тяжелая зима. Прогноз от ЕС и ООН. Особенно уязвимы 3 больших города – Киев, Харьков и Одесса. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия, вероятно, готовит масштабные провокации в Белгородской области. В ВСУ заявили, что российские войска заминировали дамбы в этой области, возможно, с целью дальнейшего подрыва, чтобы обвинить в экологических и гуманитарных последствиях Украину. Помимо этого, РФ может использовать эту ситуацию для мобилизации общества. Это можно расценить как закладку на будущее. Если, например, ситуация резко изменится и россиянам придется взрывать дамбы, чтобы затормозить продвижение сил обороны Украины, а можно предположить и то, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину. В Берлине заявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди того, что будет отправлено в Киев, новая партия танков «Леопард», речь идет о 2 десятках, а также более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Среди прочего в Украину отправляются и вездеходы, зенитные установки «Гепард», радиолокационные станции воздушного наблюдения, разведывательные дроны, 20 надводных беспилотников, системы защиты для вертолетов. И это лишь небольшая часть из нового пакета военной помощи, который получит Украина. Перед тем, как Германия официально сообщила о нем, журналисты Рейтер писали, что будущий пакет поможет Украине реализовать планы, которые были намечены на этот год. Кроме того, в письме Министерства финансов Германии, с которым ознакомилось агентство, говорилось о непростой ситуации на линии фронта. Ввиду постоянно ухудшающейся военной ситуации в Украине существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании. Шпигель при этом пишет, что Германия до конца 2024 года планирует поставить Украине очередной пакет вооружений на сумму 1,4 миллиарда евро, несмотря на то, что бюджетные средства на военную поддержку Киева уже в значительной степени исчерпаны. Война в Украине может затянуться на годы, подрывая при этом стабильность в Европе. Об этом идет речь в совместной статье экс-генсека НАТО Расмуссена и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Вариант затяжного конфликта возможен, если союзники Украины не проявят должной решимости, уточняют авторы статьи. Ермак и Расмуссен пишут, что союзники Украины должны дать понять Путину, что он не может диктовать свои условия и то, как завершится эта война, а поэтому должны поддерживать Украину в военном плане и тем самым помочь ей улучшить свои позиции на поле боя. Мировое давление будет иметь решающее значение для достижения соглашения, но прочный мир также требует сильных гарантий безопасности. Учитывая, что Россия неоднократно демонстрировала пренебрежение международным правом и основными правами человека, нарушая договоры и совершая военные преступления, мир не может основываться только на обещаниях Путина. Исход войны будет зависеть от способности Украины защищать себя. А вот ныне действующий генсек НАТО назвал условия будущего мира в Украине. Как заявил президент Зеленский, Россия должна принять участие в будущих мирных переговорах. Минские соглашения, достигнутые после первого вторжения России в 2014 году, не принесли мира. Любая будущая сделка должна быть подкреплена мощной военной поддержкой Украины и надежными гарантиями безопасности для обеспечения прочного мира. В Европе не может быть устойчивой безопасности без стабильной Украины, а для Украины не может быть прочной безопасности без членства в НАТО. Двери НАТО открыты. Украина присоединится. В то же время ЕС направляет Украине гуманитарную помощь на 160 миллионов евро из доходов от замороженных активов РФ.
В эту сумму входит 60 миллионов евро гуманитарной помощи на укрытие и обогреватели, например. Также в сумму входит около 100 миллионов евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии. Эти 100 миллионов евро поступают от доходов замороженных российских активов в Европейском Союзе. Потому что это справедливо. Россия должна платить за разрушение, которое она причинила. Мы знаем, что этого недостаточно, поэтому мы должны продолжать передавать часть доходов от замороженных российских активов на обеспечение энергетической устойчивости Украины. Часть доходов от замороженных российских активов уже направлена и на финансирование украинского военно-промышленного комплекса. Об этом рассказала посол ЕС в Украине. В частности, украинские гаубицы «Богдана» будут профинансированы из этих доходов. Помимо этого, посол говорит, что как минимум для 3 украинских городов этой зимой ситуация будет непростой из-за наличия последствий российских атак по энергетической инфраструктуре Украины. В целом же положение не будет катастрофическим. Эта зима не будет приятной. Особенно уязвимы 3 больших города – Киев, Харьков и Одесса. Также в зоне риска находятся другие города с централизованным отоплением, что является также уязвимым местом этой зимы. Однако я не думаю, что катастрофический сценарий возможен. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Тем не менее, ожидания от этой зимы доказывают, насколько важно инвестировать в распределенные децентрализированные источники энергии по всей стране. В то же время, согласно отчету мониторинговой миссии ООН по правам человека, дефицит электроэнергии в Украине может привести к отключениям света зимой, которые будут длиться от 4 до 18 часов в сутки. Длительность напрямую зависит от погоды и от будущих ударов РФ по объектам энергетики. Путин побывал на предприятии, которое неоднократно попадало в поле зрения украинской разведки. Речь идет о специальном технологическом центре, где россияне собирают свои беспилотники, в частности «Орлан». По словам Путина, РФ якобы попытается увеличить выпуск производства БПЛА в этом году кратно. Всего за 2023 год вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну, а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Напомню, что в украинской разведке еще в начале этого года заявили, что получили порядка 100 гигабайтов секретных данных о работе специального технологического центра, который посетил Путин. Но не хватает РФ не только беспилотников, а, судя по всему, еще и людей на фронте. Wall Street Journal пишет, что руководство Минобороны продолжает требовать от Путина объявления новой волны мобилизации, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери Кремля на поле боя. Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что мобилизация неизбежна. Израиль нанес мощные авиаудары по Южному Ливану. Первые взрывы прозвучали во второй половине четверга. По сообщениям израильской стороны, удары наносились по целям Хезболлы в Ливане, чтобы далее, цитата, «уничтожить террористический потенциал и военную инфраструктуру». Тем временем лидер Хезболлы Хасан Насралла заявил, что своими действиями Израиль объявил войну, так как эта атака беспрецедентна за всю историю Ливана. Кстати, истребители израильских ВВС пролетели над Бейрутом на малой высоте. Это происходило во время трансляции выступления Насраллы, сообщают ливанские СМИ. Имитация воздушного налета вызвала панику у жителей ливанской столицы. Ряд изданий уже успели окрестить события на Ближнем Востоке началом Третьей Ливанской войны. Десант из опытных манипуляторов выборов приехал в Минск. Лукашенко встретился с главами центральных избирательных комиссий стран СНГ. В частности, там присутствовала и Элла Памфилова. Как ранее сообщала команда Нехта, именно она обеспечила Путину рекордные 82 с лишним процента на 8-х выборах президента РФ в этом году. Лукашенко же пожаловался приглашенным главам ЦИК на тяжелые испытания 2020 года, когда, по его словам, на улицах кто-то там шатался. Чтобы избежать народных волнений, диктатор призвал глав ЦИК действовать сообща. Заявил, что пригласит наблюдать за его 7-ми выборами в следующем году международных наблюдателей. Впрочем, они будут из дружественного диктатору СНГ. Как ранее стало известно, организации бывших силовиков Белпол Лукашенко назначил дату своих выборов на 23 февраля следующего года. Важно разрабатывать собственные стандарты. И главный стандарт, которому мы с вами всегда следуем, это не то, как нам навяжут какие-то принципы
по понятиям со стороны ОБСЕ или еще каких-то организаций, а то, насколько будет соответствовать наши законы, подзаконные акты Конституции и насколько выборы будут соответствовать тому законодательству, которое принято в наших странах. Это главное. Мы также уже находимся в предэлекторальном периоде. У нас скоро будут президентские выборы. Мы исходим именно из этих принципов. Белорусский народ должен сам определить без всякого давления, кто будет возглавлять страну и так далее. А что вы думаете о так называемых предстоящих выборах в Беларуси? Напишите, пожалуйста, свое мнение в наших комментариях. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.